начну издалека. Хотел рассказать про работу. Да, когда мне было 20 лет, я уехала работать в Лондон. Это была немножко нелегальная история, потому что виза была обычная туристическая, по ней работать было нельзя, но цель была именно поехать и пытаться заработать. В чем заключалась работа? Это была стройка, разнорабочий, разные объекты, с утра до вечера, там мусор подметали, что-то там носили, подавали, но хватало на жизнь и даже удалось заработать, вернуться, отдать долги. Но это было 20 лет назад. Что сейчас? Ну и мы, конечно же, говорим про Черногорию. Сразу стоит сказать, что Черногория страна маленькая. По последней переписи порядка 600 тысяч человек на всю страну. То есть это даже не город-миллионник, это целая страна с таким населением. Представьте тогда, сколько работы, сколько обеспечения требуется жителям, чтобы иметь все благи, все услуги, все сервисы, и сколько народу может быть задействовано на этих работах. Сам я работаю на удаленке, поэтому мне немножко другая история. Я привез работу с собой, и жена у меня работает на удаленке. В общем, у нас нет завязки вот именно на страну проживания. Мы просто здесь живем, а работаем, по сути, в другом месте. Многие спрашивают в комментариях, чем же я занимаюсь. Я айтишник, но не программист. Если коротко, можно сказать, аналитик, бизнес-аналитик. Еще у меня есть другой проект фрилансерский. Я там веду сайты, разрабатываю сайты, монтирую ролики. И всякая такая айтишная деятельность, но без кодинга. В прошлом году правительство Черногории официально подняло минимальную зарплату до 600 евро. А сразу оговорюсь, 600 евро это на руки, то есть это уже со всеми налогами. И дальше в ролике все суммы, которые я буду называть, это уже на руки, без налогов. Не знаю, так принято здесь, но так и удобнее, потому что сразу понятно, сколько ты получишь. Чтобы получать 600 евро, у тебя не обязательно должно быть какое-то образование, просто может быть любой неквалифицированный труд, либо аттестат полученный. Если у тебя есть высшее образование, там диплом какой-то, специальность, это уже минимальная зарплата 800 евро. Средняя зарплата, по последним данным, примерно чуть выше 1000 евро, в зависимости от разных общин, то есть в Подгорице там около как раз 1000, на побережье в Тивоте в том же чуть ли не 1300 средняя зарплата, потому что на побережье там свои законы, свои туристические законы в сезон и совсем другие разговоры. Что можно позволить себе на минимальную зарплату? Если ты один, то тебе проще. Как было мне просто в этом Лондоне, то есть мне особо не нужно было неудобств. Мы снимали там вшестером или вчетвером какую-то квартиру, комнату, там ночевали, ходили работать, вечером куда-то там тусовки, кафешки. В общем, хватало на жизнь, особо никуда не тратили, на еду тоже минимум. Что можно позволить себе на 600 евро в Черногории? Можно снять квартиру или студию, наверное, за 200 евро. Где-то 200-250 можно уложиться на еду в одного человека. И остальные деньги на какие-то бытовые расходы. Выжить на 600 евро в Черногории одному человеку вполне нормально, даже с учетом аренды. Но, конечно, не очень. На 800 евро уже гораздо лучше и условия, и можно жилье получше, и поесть получше. А если у вас зарплата 1000 евро и выше, то одному вполне себе хорошо можно прожить. А если у вас семья и 2 человека уже работают по 800 даже, то есть это уже на двоих 1600, минус общая аренда, минус общая еда, готовка, и уже более-менее получается нормально. Есть отдельный телеграм-канал, на котором публикуется много вакансий, есть также он как в виде сайта, публикуется много вакансий русскоязычных, где не требуется знание языков, не требуется особая квалификация, и можно вполне себе найти что-то на первое время, и потом развиваться, обживаться и переходить на какие-то другие уровни. Самая популярная сфера – это общепит, особенно на побережье, сезон, очень востребованный
повара, потому что много кафе, ресторанов. Повар может получать, в принципе, неплохой повар от 1000-1200 евро. По графику работы, наверное, 6-1, ну, точно не скажу, вот пара объявлений таких вот есть. Опять же, требуются официанты, где-то от 700-800 евро, плюс чаевые пишут. Там помощники повара, соответственно, меньше. Зарплата бармены. Чем круче ресторан, тем выше может быть оплата плюс чаевые. Иногда некоторые работодатели предоставляют жилье или компенсируют жилье. То есть это еще плюс 150 евро, 200. Ну, раз они рассчитывают на эту сумму, получается, что за 150-200 евро на побережье какую-то комнату можно себе снять для проживания. И вот так работать. Почему я говорю про побережье? Ну, в Подгорице все-таки туристов меньше, заведения общепита тоже поменьше, ну и уже все места, скорее всего, заняты, ну хотя иногда тоже требуются. Также на побережье в отеле требуются горничные, но зарплата тоже более-менее минимальная. Как правильно сказал админ вот этого телеграм-канала, что люди, приехавшие, хотят много зарплат, большие зарплаты сразу, но не понимают, что все бизнесы в этой маленькой стране, в Черногории, достаточно небольшие, можно сказать, семейные, и люди, владельцы, не зарабатывают там миллионы, какие-то, в общем, суммы, поэтому предлагают работу за минимальную зарплату, и можно сказать, что год назад минимальная зарплата была 450 евро, и люди работали за эту зарплату. Сейчас по закону стало 600, соответственно, бизнесам приходится работникам своим официально трудоустроенным поднимать до 600. Конечно, цены выросли, но прибыль бизнеса, я не думаю, что сильно тоже выросла. Это если про найм. И если говорить про найм, то что требуется? Требуется документ, паспорт, требуется для официального трудоустройства справка о несудимости, и, в общем-то, все. Диплом не нужны, никакие свидетельства об образовании не нужны. То есть, чтобы работать в сфере услуг на побережье для туристов, ничего особенно не нужно. Можно найти хорошего работодателя и на первое время вполне себе устроиться. Распространена работа на стройках. И связанные с этим все профессии. Сантехник, электрик, плиточник. Строится очень много всяких объектов, очень много новых домов, и квартирных, и просто частных домов. И есть фирмы, иногда даже требуются архитекторы, прорабы. Ну, реже, но тоже можно найти, если у вас есть такая специальность, можно найти, и зарплаты там уже от 1000 и выше. Либо не уходить в найм, а работать на себя. Можно открыть фирму. Ну, открытие фирмы требуется для легализации. В принципе, вы можете не открывать фирму, работать на себя, но тогда как легализоваться, то есть ездить ли на визараны каждые 30 дней, либо придумывать что-то еще. Очень большой спрос на рукастых мастеров, потому что местные рукастые мастера, они привыкли, что они мастера в своем деле, и что кроме них нет выбора, и людям приходится к ним обращаться. Поэтому часто слышу истории, что делают из-под палки, делают долго, а приезжие мастера хотят заработать денег, поэтому делают качественно, работают на свою репутацию, ну и, соответственно, получают больше доход. Следующая сфера, очень распространенная, это бьюти-сфера. Ситуация точно такая же. Местные сервисы, парикмахерские, всякие косметические салоны, массажные салоны предоставляют, довольно средний уровень, потому что так привыкли, так сложилось. А приезжие русскоязычные люди знают, что такое сервисы, и знают, что такое качественные услуги, привыкли к ним, привыкли получать и, собственно, умеют их оказывать. Соответственно, очень много сервисов ногтевых, разные там укладки, волосы, стрижки, что там еще бывает, очень много развито, то есть приехали люди, открыли свои салоны, кто-то пошел в найм друг к другу, в общем, вот такая сфера процветает, по ценам не знаю, но иногда требуется порядка тоже около 1000 евро в найме можно заработать. Есть риэлторские компании,
Но тут уже важно знать языки, не только русский, но еще хотя бы какой-нибудь, чтобы продавать недвижимость не только русским, а очень много покупают недвижимости сербы, немцы, американцы. И это прям статистика. Так что, чтобы быть риэлтором, нужно хотя бы английский язык нужен. Востребована медицина. Страна, опять же, маленькая, квалифицированных врачей не хватает, и по медицине можно достаточно просто пройти, то есть нострифицировать свой диплом, доказать квалификацию, сдать экзамен на местный язык. Мне кажется, это не очень сложно, какую-то базу быстро выучить, за полгода можно. Знаю, вот у меня есть знакомая, которая ходила на курсы со мной, и она училась на курсах, сдала экзамен по языку, нострифицировала свой диплом и работает гинекологом, врачом в какой-то местной частной клинике. Также я знаю много ветеринаров русскоязычных, мы свою собаку возили, и других врачей, стоматологи, окулисты, ну, в общем, врачи везде нужны. Ну, соответственно, зарплаты у врачей гораздо выше, чем минимальный какой-то прожиточный минимум. Также можно быть фотографом, видеографом, снимать какие-то мероприятия, свадьбы. Такая профессия, которая в любой стране достаточно востребована. И опять же, если вы хотите предлагать свои услуги не русскоязычным людям, то нужны языки. С другой стороны, русскоязычных людей в Черногории по последней переписи порядка 26 тысяч, то есть из 600 с чем-то тысяч 26 из них русскоязычные. Особенно на побережье, в Будве, там чуть ли не половина города русскоязычных, и ты идешь, и везде слышна русская речь. Соответственно, все услуги, которые оказывают друг другу, русскоязычные, ну, такой получается симбиоз. Кто-то приехал, оказывает услуги, кто-то тратит деньги и покупает эти услуги. Но на этом лучше не зацикливаться и все-таки учить языки. Конечно же, есть гиды, курьеры, что там еще есть, всякие разные перевозчики, которые там возят на визараны люди. Ну, это такие мелкие как бы подработки, но они тоже имеют право быть. Кто умеет крутиться, у кого хорошо подвешен язык, тот всегда найдет себе какую-то подработку в любой сфере, даже если до этого этим как бы не занимался. Вот. Кому-то проще свой бизнес, кому-то проще в найм, но это уже как получится, на что вы способны, к чему вы стремитесь. Расскажу про своих знакомых, которые здесь, которых я знаю, которые здесь нашли какую-то работу. То есть была девушка знакомая, нашла себе работу швеей. То есть она пошла в найм, в ателье, русскоязычная тоже, зарабатывала порядка 700 евро, но эта работа не 8 часов там в день, а в основном по заказам. То есть если у тебя больше заказов, соответственно, можно и зарабатывать больше. Если там упахиваться, можно и там и до 1000 зарабатывать в месяц. Так что вполне нормальная такая работа. Хоть страна маленькая, но все-таки есть мелкие производства, и у меня знакомые работали на мебельной фабрике, собирали мебель, тоже зарплаты не ахти какие, но на жизнь вполне хватало, и, может быть, даже сейчас они там работают. Один мой знакомый, скажем так, инженер, приехал сюда и кардинально поменял свою вообще работу. Он стал пиццемейкером, открыл собственную пиццерию в баре. Кстати, если будете в баре, отличная пицца. Вот можете заходить, очень рекомендую. Еще одна знакомая работает специалистом по маркетингу в местной компании, но это уже нужен знание английского языка. И, в принципе, если у вас есть английский язык, если у вас есть сербский, черногорский язык, это открывает более широкие горизонты, найти местную работу, не удаленную, но зато с хорошей зарплатой и достаточно стабильную. Конечно же, много знакомых айтишников, программистов, которые релоцировались со своими компаниями и, в принципе, перешли из одной компании в другую, работают, в офисе ходят. И также много удаленщиков. Удаленщики — это вообще отдельный класс, и об этом мы сейчас не говорим. Есть знакомый фитнес-тренер, он работает в зале, и также работает с детьми, готовит их к соревнованиям, всякие там метания молота, метания копья. То есть вот приехал человек, организовал себе, набрал аудиторию, не только русскоязычных, и местных людей, детей тренирует. Вот, пожалуйста, чем вам не работа и хороший заработок. А есть знакомая SMM,
которая ведет аккаунты в Инстаграме, в Фейсбуке, вновь открываемых бизнесов в Черногории. Не всегда профессия SMM требует удаленки. Иногда нужно выехать на место, что-то снять, чтобы сделать рилс, поговорить с заказчиком, с владельцем бизнеса. В общем, вполне у нее неплохо получается. Всегда есть заказы, всегда есть работа. Конечно же, востребованы репетиторы, даже русскоязычные, потому что много частных школ, русских школ, русскоязычных садиков, есть международные школы, но там английский язык уже нужен. Конечно же, вот эти всякие преподаватели, воспитатели, не так много, но тоже востребованы, и можно найти себе вот такую работу. Есть еще знакомая, которая отучилась на бухгалтерских курсах. То есть несколько месяцев отучилась на курсах бухгалтера, но это уже на местном языке. И она уже может работать бухгалтером. Правда, у начинающих бухгалтеров тоже зарплата не очень, порядка 800, то есть минимальная зарплата специалиста. Но можно найти русскоязычные бухгалтерские фирмы, в которых, в принципе, без знания языка можно найти работу, если вы когда-то работали бухгалтером, и вам это будет проще переквалифицироваться на местные знания, местное законодательство. Не всегда, конечно, можно найти работу в маленькой Черногории. Вот наш старший сын нашел работу себе в Сербии, в офисе, к сожалению, не удаленка, и пришлось ему переехать в Сербию. В принципе, вот он работает, живет один, снимает небольшую квартиру, не в Белграде, конечно, но работает стабильно уже почти полгода, и ему нравится, есть какие-то перспективы, но там требуется знание английского языка. Ой, ладно, хватит. Все. Какой главный вывод? Работы есть в Черногории, нужно не бояться, можно выжить на минимальную зарплату, особенно если вдвоем, без детей. Все зависит только от вас. Учите языки, это самое главное, хотя бы английский. Надеюсь, я рассказал, было интересно. Может, что-то, конечно, забыл. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Сильно не ругайтесь, тапками не закидывайте. Рассказал то, что сам знаю, то, что сам услышал, увидел, прочитал. Главное не бояться, верить в себя, и все у вас получится.